Тайцзи, наверное, у нас у каждого своя история. Конечно. У меня, например, это был период, как это называется, забыл уже сейчас. Не важно. Период Ледниковый кризиса период. среднего возраста. Вот. 40 лет, когда думаешь, что ты в жизни уже сделал, куда ты идешь и кто ты. Who are you? Сейчас хвастаешься? А? Хвастаешься? Да, но это еще, но очень похвастаться, конечно. Кризис без Тайцзи пережить было бы, наверное, намного сложнее. Пережить-то пережил бы, наверное, но что я вынес с него бы, я не знаю. Тайцзи Цюань учит чему? Выйти из кризиса в выигрыше. В моем случае совершенно по-другому все начиналось. Никаких кризисов. Я совсем с другими намерениями шла. Познать тайну жизни. Да, я женщина. Инь и ян, да? Лена, она возвышенная, ну я приземленный. Нет, ну у меня так и начиналось. То есть я на каком-то этапе поняла, что тайцзи это комплекс не только физических каких-то движений, а еще энергетического чувствования, плюс сознание, концентрация. Ну, то есть многие вещи, которые тонкие, они невозможно их пощупать пальцами или объяснить наукой. Ну, я читал очень мало. Да, а вот мультфильм красивый смотрел. Панда Кунг Фу. Советую, кстати. Тайцзи Цюань в ярчайшем выражении. Мы занимались 7 лет Тайцзи Цюань в Украине. Здесь есть очень хороший мастер, уважаемый мастер, но он отошел от преподавания. Поэтому мы поехали в Гонконг, где живет семья Ву, которая создавала стиль Тайцзи Цюань. Тура, большая организация, это федерация, международная федерация Тайцзи Цюань стиля Ву, которая имеет около 100 академий по всему миру. Академии, где очень четкая методика, очень эффективная методика преподавания Тайцзи Цюань. И методика начального уровня, мы проходим только начальный уровень за эти 2 года. Методика дала понять очень четко, насколько наше тело может быть доскональнее, Проводником улучшенным. энергии. Но я бы больше акцентировал внимание свое на именно четкое положение тела, стройность, как мы перекошены, как мы, бывает, поломаны. Вот эта методика очень четко все это выстраивает. Но для меня было очень впечатляющим наша поездка в Сингапур спустя год занятий, когда мы побывали на большом празднике Федерации. Это годовщина, сколько там, десятилетий? 60 лет школы Сингапура было, и 80 лет школы и 80 лет этой Федерации, ну так скажем, да, в общем и целом. Ну, да. И хочу отметить, что люди, которых мы там увидели, ну, согласись, это было лучшее вдохновение для нас, потому что это съехались представители многих-многих стран. Замечательные люди, было много общения, много выступлений, которые мы посмотрели, как уже совершенства они достигли на своих уровнях. Лучше не вдохновишься, наверное, не увидев другого, который достиг уже определенного уровня. Конечно, у нас с Витей тогда, да, было такое и волнение, и радость, что есть такая федерация, объединяющая весь мир вокруг этого искусства, традиции. Мы увидели этого президента, которому 71, да, год, то есть, ну, достаточно взрослый человек, но Это речь идет о Эдди Ву. гейткипере, грандмастер Эдди Ву, который возглавляет федерацию и является прямым потомком в 5-й генерации, в 5-м поколении великих мастеров семьи Ву. Он прекрасен в плане жизненной силы внутренней. Тело, например, взрослого человека, да, а душа еще вот этого горящего жизнью, ну не могу сказать ребенка, но человека такого живого. Да, да. Мы почувствовали, что именно там можно взять очень хорошее качество Тайцзи Цюань. Если Тайцзи Цюань как таковой интересует, то первоисточник находится там. Мы можем ездить, мы можем приглашать людей, да, мы можем взять опыт очень многих да. преподавателей
более очень качественных инструкторов по всему миру. Тайзи-цюань надо показать непосредственно, и надо положить руки мастеру на бедра и прочувствовать, как работают суставы. Это конкретно, это нельзя увидеть на видео. Это невозможно вычитать в книге и научиться этому искусству. Надо, чтобы мастер подходил и вкручивал практикующего, показывал правильную позицию. В чем разница вот этого метода нашей федерации, которая мне лично показала мои недостатки? Полное разочарование сначала. Физического тела. То есть я думала, ну вот мой ум мне говорил, что я такая вот, все у меня правильно, у меня там ноги с руками движутся в одном направлении, и я чувствую. Оказывается, до совершенства еще очень далекий путь. Начали слышать наших учителей, в данном случае Дионисиса в Грецию, мы в Афины с Витей ездим. И когда он нам, ребята, поставил нас перед зеркалом, и как показал он нас, да, так, вот тут, у тебя, Лена, вот тут так. Я думаю, это у меня не может быть. Знаешь, мой ум стал протестовать. Мы наконец-то соединяем свое тело с нашей энергией, с нашим умом, мы успокаиваем чувства, мы все это соединяем в правильном балансе, и вот уже как бы сверхлюди. И вот мы очень медленно подошли, кстати, к вопросу о том, как это работает, да? Почему это считается, гимнастика не только для тела, а для ума. А вот интересный парадокс. Мы начинаем работать своим телом, мы начинаем загонять себя формой в некомфортное положение. Да. И потом, со временем, месяц, два, три, мы начинаем ощущать комфорт в этом некомфортном положении. За счет чего? За счет того, что снимаются какие-то блоки, где-то немножечко подкручивается и получается правильность встраиваемости позвоночника, мышцы расслабляются, приходит комфорт. Удовлетворение. И все это точно так же переносится на ментальный уровень. Когда научишься расслаблять вот это вот в теле, то приходит умение и возможность расслабить это в мозгах. Я не знаю, лотосы или, роза, может быть, вот оно закрыто, например, да, и когда ты вот отпускаешь, расслабляешь, оно как будто вот так вот немножечко, как жизнь вселяется вот в частях тела и также вот в мозгах. Ты напряжен, все, но у тебя есть практика, и ты немножечко это раз так отпустил, посмотрел другими глазами на ситуацию, на мир, и не так все страшно. Баланс – это и есть принятие всяких ситуаций и видение их именно глубоко, суть, для чего это тебе дано. Баланс – это в меру и тишины, и громкости. Но это не значит она тишина. Кто-то ищет громкости, кто-то очень тихий, и тайцзи ему дает, пожалуйста, взрывайся. То есть это в меру. Это понятие ни больше, ни меньше, вот это баланс. Мастер говорит, какая задача тайцзи-сана. Это не значит, что ты постоянно спокойный, расслабленный. Это нет. Тренировка основная направлена на то, чтобы иметь возможность взорваться быстро, резко и очень быстро прийти в состояние покоя. Добро пожаловать. Что мы? По поводу мастеров рассказывай. Мастеров? Мастер ты уже или проводник? Мастеров нет у нас в федерации, мастер у нас один. Да. Это гранд-мастер Эдди Ву. Все остальные инструктора. Есть просто чип-инструктор, есть очень хороший инструктор, есть чуть похуже инструкторы, есть разные уровни инструкторов. Поэтому мы сейчас как проводники, да. Действительно. Вот. Мы получили доступ к очень качественным знаниям и добро пожаловать. Когда я начала заниматься тайчи, в группе Му Ванчена, это наш первый учитель, мастер, сейчас он в Киеве, я спрашивала у него, Му Ванчен, вот, как быть, справлюсь ли я, когда меня будет окружать несколько там, нападающих людей вокруг меня, как мне тайцзи в этот момент поможет? И его ответ был, нет, Лена, в этот момент тебе тайцзи не поможет, тебе уже надо будет бежать. А тайцзи – это когда они к тебе не приближаются, то есть вот в чем искусство боя, чтобы не было боя. Тайцзи-цюань – это боевое искусство, и это достаточно эффективное боевое искусство. Это внутренний стиль кунг-фу,
Кунг-фу – это работа, которая к результату приводит как гранение алмаза, в результате которой гранки появляется бриллиант. Мгм. Так вот, стружка, которая в процессе работы, ну, как дополнительная, как это и есть боевое применение, возможно, боевого применения. В жизни это работает совершенно по-другому. Елена очень правильно говорит, это искусство победить, избегая боя. Цзэцюань не предполагает агрессию. Я бы все-таки о больших аспектах говорила тайцзи, для особенно нашего мира, который очень сейчас колышет эмоции людей, который сложен в социальном плане. Осознанность, почему осознанные люди цзэцюань занимаются? Ну, наверное, потому что в какой-то период жизни понимают, что чего-то им не хватает, что жизни не так радует своих проявлениях, как хотелось бы. Те удовольствия, которые вот, раньше, в моем случае так было, те удовольствия, которые радовали раньше, они оказываются мишурой. И через какой-то период времени абсолютно не имеют никакого значения и уже не могут доставить счастье. А вот чтобы понять свой смысл жизни, да, надо стать осознанным. Надо осознать, где ты, кто ты и куда тебе идти. Когда ты понял, в чем твои проблемы, да, то осознанность – это, наверное, одна с определения осознанности – это понять, что твои проблемы зависят в первую очередь только от тебя. Не от кого-то, кто тебя окружает, чтобы там менять и кого-то, а от тебя. В идеале, когда ты делаешь форму, в этот момент концентрация твоих мыслей находится в тебе. Изо дня в день, когда ты, в общем-то, тренируешь в себе, это потом перекладывается на жизнь. Порой мы чашку держим, не осознавая, что делает наша рука. В это время мысли наши гуляют вообще неизвестно где. А вот тайцзи нас учит здесь и сейчас быть. Здесь проходит медитация в движении. Есть форма. Мы делаем форму, мы двигаемся. И Лена правильно сказала тогда, что мы обязаны концентрировать, быть осознанным в каждой точке своего тела. Если вы смогли успокоить свои мысли сидя, то это далеко не значит, что вы вышли на улицу, получили какую-то внешнюю агрессию и остались такие же спокойные. А вот цзэцюань все-таки позволяет сохранять спокойствие, сохранять состояние, вот, медитационное состояние именно в реальной повседневной жизни, в движении. Метод южной ветки стиля О достаточно буквально говорит о ци, это кровь, наполненная кислородом. Когда мы правильно выстраиваем свое тело, когда мы даем растяжение, тренируем суставы, все это наполняется очень хорошо кровью, с кислородом, наполняется энергией. Вот, и приходит возможность ее даже генерировать. Есть практики цигун, это упражнение, генерирующее внутреннюю силу. А тайцзи – это та возможность, когда у тебя всегда живая в тебе энергия двигается. Да, и в мозгах тоже какое-то, да? Все болезни от нервов, наверное, но вот мысли, перегружающие голову. Не, ну физика реально первая, которая дает о себе знать. То есть, И если вы спросите, о чем разница между пилатесом, да, то же самое, растяжение, да, но тут еще работа с ментальным уровнем. Все болезни от нервов, ты хочешь об этом сказать, да? Ну, да. Да, конечно же, мы избавляемся от страхов, от всяких негативных мыслей, которые вертятся бесконечно. То есть это комплексная работа. Да. Не только тело подготовить, но и сознание практиковать может любой человек. Абсолютно с любым уровнем подготовки и здоровья. Но цзэцюань предполагает, конечно, время. Не нужно уделять время, чтобы прийти к какому-то результату, нужно время. Люди достаточно зрелые, да, приходят. Да. Обычно молодежь, ну вот терпения не хватает немножко, то есть они появляются, они что чувствуют, но убегают, как правило. Сколько заниматься и как часто, тоже вот слова нашего мастера. Цзэцюань открывается каждому по-разному. Кто-то говорит о ежедневных тренировках часовых,
кому-то достаточно раз в неделю, и этот человек может получить больше. Группа для тайзи-цюань очень важная составляющая, где мы как разные части энергии, что ли, характеров. То есть каждый из нас же это богатый сосуд всяких там качеств. Поэтому, когда мы собираемся, это определенная атмосфера, это стимул для занятий, это общение. И, конечно же, мы с Виктором, в общем-то, сегодня говорим, что мы приглашаем большей частью заниматься вместе с нами. В тайцзи есть такая практика, той-шоу, когда партнеры подходят друг к другу, спарринг, да? Ну да, так и есть. И вот на этом моменте очень четко виден характер человека. Это замечательное наблюдение, когда, да, ты себя чувствуешь вот в этом состоянии и партнера. Если человек упрям, он будет жесткий, у него жесткие руки. Если он... У него желание, у него нет, да, он нападает. Не допускает, может, он может проиграть. Интересно. Да. А бывает, наоборот, очень тихий человек. Наоборот, вот руки скованные, они не могут защиту даже вот выставить, знаешь, вот просто даже руки распрямить не могут. Это удивительное наблюдение. Каждый человек имеет, да, свою какую-то энергию. И очень интересно узнать сначала себя, а потом и энергию человека, и работать с ней. И мы еще учимся объединяться в этом случае, вдвоем работать с энергией. Это ты имеешь в виду генерировать энергию. Соединяться. Вот поэтому нужна группа. Да, группа, поэтому нужна. Поэтому вот, мы то есть шоу, это партнерство, это когда вдвоем. Что подобное притягивает подобное все-таки. И мы сегодня сняли это видео для того, чтобы все-таки, не побоюсь этого слова, притянуть в наше окружение. Может, мы и плохие люди. Ну что, конечно же, мы всякие. Критяне, наверное, такие, как мы. Опоссумы. Опоссумов, да. Короче. Вообще, кто вот нас послушал, да, если что-то где-то запало, это ёкнуло, если ёкнуло, да, в животе отозвалось. какое-то желание появилось, серьезный настрой, и ходите, не теряйте время зря. Не теряйте время зря у телевизора. Телевизор. У голубых экранов.